Всем привет, с вами Кира Котова, и сегодня поговорим о Джихангире, о бедном мальчике, который, по словам Махидевран, расплачивался за грехи Хюррем. По словам Сулеймана, его младший сын расплачивался за его грехи. На бедного ребенка каждый пытался навешать свои грехи. Зачем? А так легче жить, когда ты думаешь, тебе не придется отвечать за все плохое, что ты сделал. Невинное дитя уже несет на себе горб с грехами всех, кого ни попадя. Вообще, герой сериала «Великолепный век» Шахзаде Джихангир был очень спорной фигурой. Зрители разделились на два лагеря. Одни считали его предателем своей матушки, другие – мудрым и перспективным правителем в будущем. Благородством Джихангир не особо и блистал, он привык, что его все жалеют. На этом фоне мальчик стал эгоистом. Его бесила жалость, и он искал союзников в тех людях, кто не замечал его увечий. Этим другом стал Мустафа. Именно он понимал Шахзаде и относился к нему как к равному. Конечно, это очень льстило Джихангиру, и он старался всеми способами помешать своей матери в ее делишках против Мустафы. Хюррем можно было понять, она боялась за жизнь своих детей. Закон Фатиха был весьма излюбленным оружием в руках новоиспеченного султана. Она знала, что Мустафа непременно воспользуется им, но Джихангир и Баязид были уверены в обратном. Они пообещали Мустафе, что уступят трон, если он сохранит им жизнь. Но в те времена такого не могло быть. Все султаны испокон веков убивали своих кровных братьев. Одним из самых печальных сцен в сериале была смерть Джихангира. Он не смог пережить смерть своего брата Мустафы. Самое печальное в том, что у Хюррем была возможность спасти своего сына, но ей она не воспользовалась. Почему? Власть, гордыня не только сгубила Ибрагима, но и нанесла сильные раны Хасеке. Власть подразумевает под собой гордыню и высокомерие. Даже такая сильная Хюррем не смогла с этим справиться. Султанше мешала ее гордыня. Давайте вспомним ее первую ошибку, которая чуть не привела женщину к краху. Первая ее ссылка. Она не хотела следовать условиям Ибрагима. Корона на ее голове не позволила ей склонить голову перед Махидевран, и Хюррем отказала Паше. Она считала, что лучше умереть, чем пойти на этот шаг. Но подчиниться – это не значит согласиться с обстоятельствами и не направить их в свою сторону со временем. К счастью, сестра Сулеймана Хатидже, которая была в тот момент подружкой Хюррем, смогла донести это до женщины. Ради сына можно и притвориться, но не соглашаться внутри себя. Так оно и получилось. Хюррем вернулась во дворец и смогла добиться того, чего она хотела. В этом случае султанша хотела всеми силами и способами убрать с дороги соперника ее сыновей. Она пошла на многое, даже выдала замуж за нелюбимого свою Михримах. Ей было все равно, что чувствует ее дочь. С Джихангиром было так же. Она, несмотря на то, что ее сыну было лучше, когда Фирузе лечила мальчика, оградила его от девушки. Ребенок перестал есть и просил вернуть рабыню, но гордость Хюррем не давала ей уступить и, вопреки всему, пойти на уступки ради сына. Что касается того единственного шанса, когда Джихангира можно было спасти, он просил свою мать защитить Мустафу, и тогда он бы никогда не отправился больше в поход и был всегда рядом с матушкой. Но Хюррем даже слышать не хотела об этом. Она опять пожертвовала своим сыном, чтобы не потеснить свою гордыню. Но ведь она могла и соврать. Решение принимает Сулейман. Хюррем спокойно могла пообещать юному Шахзаде, что постарается поговорить с Сулейманом, а потом, когда Джихангир остался бы с ней, сказать, что она старалась, но не получилось. Ложь во благо иногда оборачивается правдой. Джихангир остался бы с матерью и не увидел своего брата мертвым. Возможно, в заботливых руках матери ему было бы легче пережить такую трагедию, но, увы и ах. Друзья, вы знаете, что сейчас очень тяжелое время для всех, но сложнее всегда было детям, не простым детям, а особенным, тем, которые остались одни со своей бедой. У них не у всех есть родители, которые могли бы помочь, но чужих детей не бывает. Мы просим всех вас помочь таким деткам и подарить им надежду на жизнь.
каждое даяние благо, будь то 20 или 30 рублей. Для вас это незначительная сумма, а для детей – надежда. В этом благотворительном деле нам помогает благотворительный фонд «Международный орден милосердия», который опекает особенных детей. Всю информацию и ссылки на донат вы найдете в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Там вы сможете увидеть отчеты, куда уходят все средства. Спасибо вам за ваше добро.